Всех приветствую на канале. В данном видеоуроке покажу вам, как вязать плотное овальное донышко из крученой рафии. Данный видеоурок подойдет также для обычной рафии, либо для полиэфирного хлопкового шнурочка. Так, буду вязать крючком номер 3,5. Крученая рафия, где в одном мотке 200 метров, вес невесомый совсем, 110 грамм. Где приобрести такую рафию, оставлю ссылку в описании под данным роликом. Итак, приступаем. Итак, я буду набирать 29 воздушных петель плюс 1 петля подъема. Делаем узелок и набираем. 1, 2, 3, 4, 5. Итак, 29 воздушных петель плюс 1 воздушная петля, петля подъема. Да, разворачиваем наше вязание, будем вязать за вот эти вот перемычки. Начинаем со второй. Первую пропускаем, это у нас петля подъема. Да, начинаем со второй. Мы с вами просто пока вяжем за перемычки обычные столбики без накида. Итак, вяжем до конца ряда, пропуская, не довязывая до последней петельки. Итак, мы провязали по прямой 28 столбиков без накида. Теперь у нас остается последняя петелька, в которую мы провязываем вот под одну перемычку, да, мы провязываем 3 столбика без накида. То есть мы формируем овал. 2 и третий столбик провязали сюда. Хвостик вот так вот присоединяем к полотну, и далее по прямой мы провязываем 27 столбиков без накида, и я вам расскажу, что делать дальше. 2, 3, ввязываем вот этот хвостик, 4 и так далее. Вяжем 27 столбиков без накида. Здесь хорошо вязать, мы под косичку заводим крючок и провязываем столбик. Это первый ряд. Уже со второго ряда мы начнем укреплять полотно, чтобы у нас не было видно здесь никаких дырочек, и наш овал был плотным, чтобы его не надо было укреплять канвой, то есть полотно у нас будет плотное и красивое. Продолжаем вязать. Итак, по прямой мы провязали 27 столбиков без накида. Далее, смотрите, здесь у нас была петля подъема, и мы провязывали 1 столбик, да, то есть вот на этом скруглении нам остается тогда 1 столбик у нас уже есть провязан, да, здесь с этой стороны мы провязывали 3 столбика без накида в одну петлю, а здесь у нас уже 1 столбик есть. Смотрите, мы вот сюда провяжем еще 2 столбика, чтобы у нас тоже было на скруглении 3 столбика, как и с другой стороны. Вот наш полуовал, полукруг. И далее мы будем вязать по спирали, то есть закрывать каждый ряд мы не будем. И по правилу идеального круга наш полукруг теперь будет состоять не из 3, а из 6 столбиков. Только столбики мы будем вязать определенным образом, необычно. Я сейчас покажу как. То есть вот эти 2 столбика мы в конце второго ряда провяжем, а уже начинаем удваивать вот этот первый столбик. И смотрите, как мы вяжем, только второй ряд мы так вяжем. Третий и последующие ряды мы будем вязать немножко по-другому. Итак, в эту петлю мы должны провязать 2 столбика. Вот наш полукруг, который состоит из 3. Мы ныряем в раскол. То есть как вяжется узор галочки в раскол. Вытягиваем нить на уровне вот этой нашей ниточки. И вот сюда, в самую первую, в самое основание, куда мы провязывали первые столбики. Вытянули, провязали 3 петли.
Так, сюда мы провязываем еще один столбик, так как мы удваиваем эти наши петли, которые, вот, которых у нас 3 столбика на повороте. Смотрите, я красным маркером сейчас помечу начало вязания. Вот, и когда мы дойдем до конца второго ряда, нам останется удвоить еще вот эти 2 столбика. Так, чтобы у нас наш полукруг состоял не из 3 столбиков во втором ряду, а из 6 столбиков. Далее по прямой мы тоже делаем плотными наше донышко. То есть мы провязываем первую петельку, вытягиваем в раскол, идем в основание. Вытянули, провязали. В раскол, в основание. Вот. По прямой 27 столбиков нам надо провязать. Вот эти мы теперь уже, которые полукруг, мы их не считаем. Мы их можем вот отдельно отметить, чтобы мы их не путали. Этот наш полукруг, который с каждым рядом будет у нас удваиваться на 3 столбика. Да, только в начале вязания мы провязываем 1/3 часть, а когда заканчиваем вязание, удваиваем еще вот эти 2 столбика. Итак, по прямой вяжем мы второй ряд. Третий и последующие ряды, напомню, они будут вязаться по-другому, поэтому посмотрите. Но полотно будет выглядеть гармонично и без каких-либо дырочек внутри полотна. То есть полотно можно будет больше никак не укреплять. В раскол и в основание. Вяжем по прямой. Я вам покажу, как сделать прибавки вот здесь на углу. Итак, мы дошли до нашего скругления. Здесь у нас в первом ряду было 3 столбика. Во втором ряду мы их удваиваем. То есть вместо 3 провязываем 6. Тоже, ну, таким же образом, как мы вяжем второй ряд. То есть сначала в раскол, потом по серединке. Вместо 1 столбика мы провязываем 2. Здесь не очень удобно вначале вязать, потом будет попроще. Вот так вот отодвигаете, чтобы найти эту петельку в раскол. Вот и провязываем сюда 2 столбик. Так, вот наш 2 столбик. Из него тоже делаем 2. И из 3 столбика тоже делаем 2. Так, чтобы вот на нашем скруглении было 6 столбиков, получается, как бы в одну петлю, да. Сейчас мы их маркерами пометим, чтобы не потерять. Все, и переходим, вяжем далее по прямой. Поставили маркеры именно там, где наши скругления. Все, и по прямой вяжем 2 ряд, но только в конце ряда я вам покажу, как закончить наш 2 ряд. Вот сейчас уже поплотнее вязать, но зато никакого здесь вот расстояния, то есть ничего здесь заполнять, никакой косичкой, ничем не надо. Будет плотное полотно у нас. Вяжите. Итак, смотрите, в конце 2 ряда нам остается на наших скруглениях, да, удвоить 2 столбика. То есть первый, это мы уже удвоили, мы начинали наше вязание. Вот у нас красный маркер, начало вязания. Сейчас остается нам удвоить вот эти 2 столбика, и 2 ряд у нас будет полностью провязан. Так, ищем петельку в раскол,
Здесь плотновато, там далее более свободно пойдет вязание, поэтому здесь надо так. Вот под один столбик вывязываем 2 таких столбика. Ставим маркер, где именно наши полукруги, полуовалы. Так, и здесь удваиваем 1, 2. Все, провязали. Далее 3 и последующие ряды будем вязать немножко по-другому. Сейчас покажу как. И опять же по правилу идеального круга. Сейчас наш овал, полуовал состоит из 6 столбиков. С каждым новым рядом мы будем полуовал увеличивать на 3 столбика. То есть можно поделить на 3 части. Да? Сейчас каждая из 3 частей это двойной столбик. Просто теперь расстояние между прибавками будет у нас один одиночный столбик. Ну, то есть, смотрите, вот 1/3 часть. Вот как мы вяжем 3 и последующие ряды. Под обе дужки вытянули и в петельку в раскол. Вот. Это первый столбик. Это вот у нас одиночный столбик, скажем так. И далее прибавка. То есть вот эти 4 столбика в конце 3-го ряда мы тоже так провяжем. Сначала одиночный, сюда прибавка, одиночный, прибавка, чтобы наш полукруг уже состоял не из 6 столбиков, а из 9 в 3-м ряду. Вот одиночный мы провязали, значит сюда делаем прибавку под обе дужки и в раскол. Первый столбик. И сюда еще один столбик провяжем. Опять же под обе дужки заводим крючок и в раскол. Все, мы сюда сделали прибавку. Далее просто по прямой вяжем 3 и последующие ряды так под обе дужки и в раскол. Под обе дужки под петлю и в раскол. Вытянули 3 петли и провязали. Так, здесь отметим наш вот это полукруг на уголках и вяжем по прямой. Здесь мы с вами тоже из 6 столбиков сделаем 9. То есть сначала провяжем одиночный столбик, прибавка, одиночный, прибавка, одиночный, прибавка, чтобы вместо 6 было 9 столбиков. Итак, подошли мы к нашему уголку. Напоминаю, 3-й ряд мы вяжем, да, то есть здесь мы делаем прибавки через один одиночный столбик. То есть сначала мы провязываем одиночный столбик. Вот таким вот образом мы уже с 3-го ряда вяжем эти столбики. Так, здесь в раскол не забываем. Вот сначала у нас одиночный, потом прибавка. И так 3 раза. То есть, чтобы этот полукруг наш состоял уже не из 6 столбиков, а из 9. Здесь мы делаем прибавку. Раз. Под косичку и в раскол. Так, здесь одиночный. И прибавка. И еще раз одиночный столбик. Сюда у нас прибавка.
Все, то есть полукруг теперь у нас состоит не из 6, а из 9 столбиков. Маркер, если вы ориентируетесь без маркера, можете убирать. Если нет, оставляйте. То есть пускай будет видно, где у вас заканчивается ваш полукруг. Вяжем по прямой. Еще раз покажу, как закрыть третий ряд и перейти на новый. Итак, подошли к завершению третьего ряда. Осталось нам здесь, так, сначала мы провязываем одиночный столбик, потом прибавку. То есть, чтобы и этот полукруг у нас состоял из 9 столбиков. Здесь делаем прибавку. Провязываем раз. Провязываем 2. Ставим маркер. Так, и еще один раз. Одиночный столбик и прибавка. Раз. И 2. Все, мы провязали наш третий ряд. Так как мы ряды не загрываем, а вяжем по спирали, то есть никаких завершающих столбиков делать не надо. Далее переходим на четвертый ряд по правилу идеального круга. Да, наш полукруг уже будет состоять не из 9 столбиков, а из 12. То есть вот эту 1/3 часть. Теперь расстояние между прибавками будет 2 столбика. Только смотрите, если ранее мы вот здесь делали прибавку, то сейчас последующие прибавки старайтесь делать там, где были одиночные столбики. То есть мы сначала сделаем прибавку, а здесь провяжем 2 одиночных столбика. И то же самое, когда вы будете уже закрывать ряд, вы тоже сначала сделаете прибавку, потом 2 одиночных столбика, прибавка, 2 одиночных. То же самое и с этой стороны, когда вяжем полукруг. Здесь будет прибавка 2 одиночных, прибавка 2 одиночных, прибавка 2 одиночных. Итого полукруг будет состоять из 12 столбиков. И так каждый последующий ряд ваш полукруг будет увеличиваться на 3 столбика. Все остальные последующие ряды вяжутся как третий. И плюс 3 прибавки там, где наш полукруг. Так, сейчас мы с вами вместе провяжем. Здесь в начале мы делаем, опять же, вяжем как третий ряд. Здесь делаем прибавку. Раз. И еще один столбик сюда провяжем. 2. Поставим маркер, где у нас красный маркер, где у нас начало ряда. Так, а здесь провяжем 2 одиночных. И далее по прямой у нас тоже одиночные столбики. Одиночные. Все, далее вяжем по прямой. Все последующие ряды вяжутся как третий ряд. Все, как делать прибавки с этой стороны, я вам тоже сказала. Я еще вяжу, покажу, как закрыть этот наш полукруг. То есть здесь я уже вам говорила, что мы провязываем прибавку 2 одиночных, прибавка 2 одиночных, прибавка 2 одиночных. Прибавки делаем там, где в предыдущем ряду были одиночные столбики. Я вам только покажу, как закрыть ряд, и еще раз про 5-й ряд расскажу. Итак, довязываем 4-й ряд. Там, где у нас полукруг, не забываем, что мы провязывали сначала прибавку, потом 2 одиночных столбика. Делаем прибавку. Ставим маркер. Маркеры не обязательны. 2 одиночных столбика.
Не забываем, что мы в раскол, поэтому здесь надо правильно провязывать эти столбики. Раз. Вот так крючок выходит с обратной стороны. Так, и снова мы делаем прибавка. Раз. Два. И 2 одиночных столбика. Все остальные ряды вяжутся таким же образом, как третий, четвертый. Да, ну только там, где наш полукруг, соответственно, мы делаем прибавки, уже увеличивая количество одиночных столбиков. То есть сейчас в 5-м ряду у нас количество одиночных между прибавками уже будет 3 столбика. Смотрите, мы делали, вот у нас была прибавка, 2 одиночных. Вот у нас начало ряда. Так, количество одиночных уже будет 3. То есть мы, давайте, знаете, как провяжем? Давайте провяжем 2 одиночных, прибавка. Нет, ладно, чтобы вас не путать. Мало ли, тут много новичков. Просто сразу провяжем 3 одиночных и прибавка. Раз. Два. Три одиночных столбика и прибавка. То есть опять наш этот полукруг увеличится на 3 столбика. Так, вот сюда у нас прибавка. И уже этот полукруг будет состоять из 15 столбиков наш, да? Было 12 в прошлом ряду, сейчас 15. 1/3 часть, 3 одиночных, 1 прибавка. Все, вяжем точно так же. Здесь дошли до нашего полукруга, провязываем 1, 2, 3 одиночных, прибавка, 1, 2, 3 одиночных, прибавка, 1, 2, 3 одиночных и прибавка. 15 столбиков. Просто поняв принцип, вы вяжете необходимый размер вашего донышка. С каждым рядом полукруг увеличивая на 3 столбика. Итак, я связала свое идеальное плотное донышко. У меня здесь связано 7 рядов. Такой овал мне необходим для дальнейшего вязания сумочки из рафии. Вы же по такому принципу вяжете необходимый вам размер. И ваше донышко будет плотным, даже если вы вяжете из крученой рафии. Смотрите, то есть это, вот видите, какой тонкий материал. Да, а у вас получается плотное донышко. Если вы новичок, в принципе, может быть, вам вот этот первый урок будет тяжеловат, да, но вы можете связать, я вам оставлю ссылку, как связать самое простое донышко, прямоугольное. Тоже подойдет для вязания в дальнейшем этой сумочки. Здесь самое главное, чтобы количество ваших петель, которые получились, у меня это 96 петель, чтобы это количество делилось на 12 и число, которое получается, было четным, чтобы наши, такая сумочка будет шопер с веерочками, да, чтобы наши эти веерочки красиво располагались с одной и с другой стороны. То есть имейте это в виду, да, у меня 96 делится на 12 равно 8. Четное число 8. Вот и все. Это самый главный принцип. А донышко у вас может быть любое другое. Итак, приступаем. Итак, первоначально мы с вами просто провяжем один ряд столбиками без накида. Просто без каких-либо прибавок. Поставим маркер, где у нас начало ряда, да, и идем по кругу. Нам для узора необходим один ряд, который просто мы провязываем столбиками без накида, без каких-либо прибавок. Все, здесь мы уже не округляем наше донышко, мы уже начинаем вязать стенки нашей сумочки.
Вяжем 96 столбиков. Я вам покажу, что сделать в конце и как сделать разметки. Итак, провязав первый ряд, просто столбики без накида, я уже обрезала нить. Мы с вами закроем этот ряд и сделаем разметку. Смотрите, вытягиваем нашу рафию. Эту косичку мы пропускаем, то есть мы поверх нее формируем как бы новую косичку. С изнанки заходим под следующую и вот так вот сформировали как бы искусственную петельку. Все, хвостики спрятали, посчитали, всего должно у нас получиться вот таких вот 96 петелек, да, 96 столбиков. Теперь делаем разметку. Для чего? Для того, чтобы наш рисунок, у нас будут такие веерочки, чтобы он просто гармонично, красиво ложился. Мы находим серединку. Вот у нас, допустим, здесь серединка. Просчитываем по одной стороне 48 столбиков. И отмечаем с этой стороны. Ну, то есть я пока... то есть вы просчитали, чтобы у вас с одной и с другой стороны было одинаковое количество столбиков. То есть вот здесь у нас будут веерочки, всего у нас их будет 8. Вот здесь у нас будет в углах 2, да, то есть остается 6. Раз, два, три с одной стороны, раз, два, три с другой стороны. Чтобы просчитать, где начинать вязать первый веерочек, смотрите, мы просто раз. Так, здесь у нас разметка раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот сюда. Вот отсюда мы начинаем наше вязание. То есть далее я не буду по 12. У нас просто будет 8 раппортов по 12 столбиков. Да? То есть я сделала разметку, где я начинаю вязание. И вот так вот себе отметила наполовину свое полотно. Итак, теперь мы отметили красным маркером, где у нас начало вязания узора. Смотрите, вот эта петелька. Только мы идем не под косичку, а в основании вот этого нашего ряда, который мы провязывали, просто столбики без накида. Берем и провязываем первые 3 воздушные петли. Хвостик оставьте, спрячьте его потом. Раз, два, 3. Это наш первый столбик с накидом. Далее делаем накид и сюда же мы провязываем вот таких еще 4 вытянутых столбика. Делаем накид. Вот так вот как бы вытягиваем, чтобы эти столбики у нас были вот такие вытянутые, да. 3, но одинакового размера. 4. 5. Не знаю, можете пометить себе начало вязания. Вот в 3-ю воздушную петлю. В принципе, но это не обязательно. И вот эти маркеры тоже можно будет снять, они уже... То есть мы уже просчитано. У нас здесь, где маркеры, будут веерочки. Так, мы провязали 1, 2, 3, 4, 5 вытянутых столбика с одним накидом. 1, 2, по 3-ю косичку мы провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее 1, 2 пропускаем и по 3-й опять же идем в основание, делаем накид, то есть не под косичку, а в основании нашего вот этого первого ряда. Мы снова провязываем 5 вытянутых столбиков с одним накидом. 1, все столбики сюда же, 2, 3, 4 и 5.
И так далее. То есть мы с вами вяжем этот ряд, но будем считать его первым рядом узора, потому что вот этот, который столбиками, это будет установочный ряд. Так, раз, два. Под третью косичку мы провязываем 7 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее делаем накид. Раз, два, пропускаем. Там, где третий столбик, не под косичку, а в основании первого нашего установочного ряда мы провязываем 5 вытянутых таких столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5. Все, и так далее мы с вами так провязываем первый наш ряд узора, да, то есть снова здесь мы пропускаем 2 столбика, в третий провязываем 7 столбиков без накида. Вяжем до конца этот наш ряд. Далее покажу, как закрыть ряд и перейти на новый. Итак, я довязываю первый ряд своего узора, и если вы правильно распределили ваши веерочки, видите, они находятся как раз на противоположных сторонах, друг против друга. И вот здесь вот, на вершинках нашего овала, всего 8 штук. Да, смотрите, заканчиваем первый ряд. Провязала я здесь 7 столбиков без накида. И раз, два, три в третью воздушную петельку. Соединительная петля у меня идет. Воздушная петля. Далее будем делать еще шире наши веерочки. Далее мы делаем 2 накида и провязываем рельефный столбик. То есть мы захватываем вот этот наш столбик в первом ряду. И вокруг него провязываем рельефный столбик с 2 накидами. Здесь можно поставить маркер, начало вязания. Так, далее второй столбик у нас столбик с 1 накидом. Мы провязываем между первым и вторым столбиком с 1 накидом предыдущего ряда. Далее снова у нас рельефный столбик с 2 накидами. Захватываем второй столбик и провязываем столбик с 2 накидами, делая тем самым побольше наши веерочки. Снова между столбиками столбик с 1 накидом, рельефный столбик с 2 накидами, захватываем третий столбик, столбик с 1 накидом между столбиками, снова рельефный с 2 накидами. Так, раз, два, захватываем четвертый столбик, раз, два, три. Далее между столбиками снова столбик с 1 накидом и последний рельефный столбик. Итого во втором ряду всех столбиков у нас получается 9, но 5 получается таких рельефных с 2 накидами, и между ними 4 столбика с 1 накидом. Смотрите, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот такие веерочки приобретают у нас форму. Между веерочками мы теперь вяжем 5 столбиков без накида. То есть вот этот мы пропускаем и провязываем раз, два, три, 4, 5. Далее снова делаем 2 накида и снова делаем такие веерочки, как я вам показывала в начале. Сначала рельефные, а между ними рельефные с 2 накидами, а между ними просто столбики с 1 накидом. Раз, два,
столбик с одним накидом между ними, раз, два, рельефный, то есть чередуя всего, должно получиться, уже веерок должен состоять из 9 столбиков. Раз, два, и последний рельефный столбик. Вот смотрите, какие у нас веерочки наши получаются. Далее вместо 7 столбиков мы первый пропускаем и провязываем 5. И все остальные веерочки, да, мы провязываем таким же образом. 3, 4 и 5. Все. Далее остальные 6 вееров провяжите сами. Я покажу, как закрыть ряд и перейти на новый. Итак, довязываем второй ряд узора. Делаем соединительную петлю, воздушная петля. Далее переходим на третий ряд. Смотрите, в третьем ряду мы рельефные столбики тоже провязываем, но с одним накидом. Делаем один накид и провязываем, увеличиваем наши рельефные столбики. А там, где были столбики с одним накидом, мы провязываем до столбика столбик с одним накидом и после столбика предыдущего ряда столбик с одним накидом. Там, где были рельефные с двумя столбиками, провязываем рельефный столбик с одним накидом. То есть таким образом мы снова увеличиваем наш веерок. Сейчас просчитаем, сколько всего столбиков. Так, поставим маркер в начале ряда. Так, рельефный с одним накидом и одиночные столбики раз и два, рельефный с одним, одиночные раз, два и последний рельефный у нас с одним накидом. Итого считаем. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Всего 13 столбиков. 5 из них рельефных, все с одним накидом. Далее по прямой, где у нас было 3 столбика без накида, у нас сейчас мы провязываем, ой, где у нас было 5 столбиков, мы провязываем 3. Раз, два, два и 3. И далее веерочки тоже таким же образом вяжем. Еще провяжу один с вами, то есть рельефно мы провязываем рельефными, только уже с одним накидом. Далее провязываем 2 обычных столбика с одним накидом, снова один рельефный с одним, чередуем. Всего получается 13 столбиков с одним накидом, 5 из которых они рельефные. Рельефный, одиночный, так, и последний рельефный столбик. Все. Далее у нас было в предыдущем ряду 5 столбиков без накида, в этом ряду 3 столбика без накида. Я уже об этом вам говорила. И до конца ряда вяжите самостоятельно. 2 и 3. Итак, заканчиваем вязать третий ряд узора. Так, смотрите, провязали здесь 3 столбика без накида. Соединительной петлей мы закрываем наш ряд.
Смотрите, делаем воздушную петлю. И следующий ряд мы будем провязывать рельефные столбики без накида, но захватывая наши вот эти наши длинные столбики сзади. Итак, смотрите, первый столбик. Мы идем с изнаночной стороны. И вот таким вот образом провязываем первый столбик без накида. Захватываем вторую петлю. Вот они у нас такие рельефные, изнаночные, да, то есть мы их провязываем с изнаночной стороны. 2, то есть они у нас рельефные именно с изнаночной. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, то есть все 13 столбиков. Вот, смотрите, какой у нас получается тогда красивый выпуклый веерок по прямой. Там, где у нас было 3 столбика без накида, мы провязываем 1 столбик в раскол. Вот таким вот образом. Как вязать столбики в раскол? Смотрите, мы просто заходим не под косичку, а вот в эту петельку, чтобы с изнанки перемычки были над крючком. И вот смотрите, то есть она выходит как бы внутрь нашего этого столбика. Вот таким вот образом. И далее то же самое. Мы делаем рельефные изнаночные столбики без накида. И далее по прямой один столбик в раскол. Все, то есть тоже их здесь должно быть 13. Захватываем вот так вот изнутри. Не поверхностно, смотрите, не вот так вот. Нет, не вот так, а именно рельефный. То есть мы захватываем наш столбик предыдущего ряда, с изнанки его обхватываем и провязываем. Так, вяжите самостоятельно этот ряд. 13. Не забывайте считать. И 13 рельефных столбиков изнаночных. И по серединке в раскол столбик. И я вам покажу. Перейдем на новый ряд и будем формировать уже новые веерочки между вот этими. Итак, довязываем 4-й ряд. И уже 5-й ряд мы будем формировать новые веерочки. Так, смотрите. Соединительной петлей мы закрываем. Стоп. Так, здесь мы провязали 13 рельефных изнаночных столбиков без накида. Не забываем, что мы еще провязываем одну петлю в раскол и закрываем соединительной петлей. Соединительная петля. Потом, чтобы красиво у нас лежали наши новые веерочки, мы делаем шаг назад. Так, вытянули петельку. Теперь смотрите, как мы будем формировать наши новые веерочки. Мы делаем воздушную петельку и далее. Вот где мы с вами провязывали именно первый ряд узора, и между веерами у нас было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков без накида. Так вот, мы считаем 1, 2, 3, 4. Вот 4-й столбик, да, и вот сюда именно в основании этого ряда. Вот сейчас мы вытягиваем петельку.
Сделали воздушную петлю, делаем накид и в основании этого первого ряда узора. Ниже у нас был установочный ряд, просто мы провязывали столбики без накида, а далее первый ряд узора шел, где между веерами мы провязывали 7 столбиков без накида. Вот они, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мы сюда провязываем новые веерочки, то есть мы вот так вот вытягиваем столбики и провязываем снова 5 столбиков с накидом. Ну, таких вот вытянутых обязательно. 2. 3. 4 и 5. Так, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Так, здесь в начале ряда мы поставим маркер. Далее, смотрите, здесь мы будем провязывать 7 столбиков без накида. Всего у нас было 13. Смотрите, 1, 2, 3, начиная в 4. Да, в 4 петлю мы провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Здесь то же самое. Мы начинаем формировать новый веер, делаем накид, ищем, где у нас было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков. И так, делаем накид. И вот сюда, куда мы провязывали эти 7 столбиков, куда мы провязывали 4. Мы вытягиваем эти наши петельки и провязываем 5 столбиков с одним накидом. Вот таких вот вытянутых. 2. 3. 4 и 5. Смотрите, что у нас получается. Далее по прямой, как я уже и говорила, 1, 2, 3, 4 столбик мы провязываем 7 столбиков без накида. То есть мы повторяем опять же наши веерочки, только понятно, мы сейчас их провязываем между теми веерами, которые мы вязали в первых рядах. Ну, то есть образовываем новые веера. И далее вяжутся они точно так же. Так, сколько у меня там получается? 1, 2, 4, 5, 6, 7. Все, и формируем новый веер, так как я вам показала. Вяжем самостоятельно этот ряд. Итак, провязали первый ряд нового веера. Все остальное делаем точно так же, как мы вязали вот эти наши первые веерочки. Я вам только еще покажу, как мы будем образовывать потом следующую линию веерочков, да, и как они будут вот здесь над этим веером становиться. Но я это покажу. Закрепляем соединительной петлей, делаем воздушную петлю, вот эту петельку немного вытягиваем, и как мы вязали второй ряд веера, рельефный столбик с 2 накидами. 1, 2, 3. И между ними просто столбик с одним накидом. То есть итого здесь у нас будет веер состоять из 5 столбиков, 5 из которых рельефные с 2 накидами и 4 из которых просто столбики с одним накидом между ними. Вот, между ними мы вяжем просто столбики с одним накидом. Все точно так же, как мы вязали наши первые веерочки, да. Все, здесь между веерами мы провязываем по одному столбику с одним накидом
И рельефные столбики с 2 накидами. У нас их будет 5. Всего 9 получается. Так. И так, раз, два. Все, то есть вяжем веера точно так же, как мы вязали первые. А между ними мы пространство заполняем тоже точно так же. То есть изначально здесь было 7 столбиков без накида. Сейчас мы провязываем раз, два. Узор, ну, как бы в принципе совсем не сложный. 3, 4, 5. Все. 13 получилось здесь столбиков. 5 рельефных и 5 рельефных с 2 накидами и просто 4 столбиков с 1 накидом. Все, вяжите полностью этот веер, а я вам покажу, как формировать новый. Он уже будет у нас как бы приходиться на наши вот эти первые веера. Смотрите, когда мы уже формируем третий ряд веерочков, вот у меня, да, здесь я провязываю 7 столбиков без накида, здесь уже получается очень легко. То есть тут вот эти 7 столбиков без накида находятся на вот этой арочке. И делаем накид. Раз, два, три, 4 под 4 столбик сразу над этой верхней аркой. Вытягиваем и провязываем 5 веерочков. То есть сам узор состоит, в принципе, из 4 рядов, которые вяжутся, ну, так как я вам показывала, вот эти первые веерочки, я вам показывала, куда мы вяжем вторые, и все остальные последующие будут вязаться именно начало веерочка над вот этими арками. Провяжем эти, следующий ряд, он будет формироваться над этой аркой, то есть в таком вот шахматном порядке. 3, 4 и 5 столбик. Все, раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, в 4-ю начинаем провязывать 7 столбиков. Ну, это я уже вам показывала. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И снова новый веер, опять же над этой аркой, над которой провязано 7 столбиков без накида. Вяжем необходимую нам высоту. Дальше расскажу, что делать. Итак, у меня связано 7 рядов. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 веерочков. Высота сумочки получается без ручек. Ручки мы пока не вяжем. Ну, давайте вот там, где наш вершина веерочка, 20,5 сантиметров. Ширина у меня получается так 28 сантиметров. Итак, теперь будем формировать наши ручки, но сначала надо закончить наш последний ряд. То есть мы здесь заканчиваем и обрезаем нить. У меня уже нить обрезана. Так, смотрите, провязываем в раскол столбик и соединительной петлей. Все, воздушная петля зафиксировали. У меня нить обрезана, хвостик прячем. Теперь маркер, в принципе, нам не нужен. Смотрите, что у меня получается. Вот с этих вершинок, да, я начну вязать новые веерочки и формировать ручки. Я беру новый моток, потому что от второго у меня осталось, вот смотрите, совсем чуть-чуть. То есть, в принципе, если у вас сумочка будет с какими-то ручками, которые вы покупаете, то хватит вам на такую сумочку 2 моточка. У меня же все будет вязаное, поэтому я беру новый моток и так. Вот наши 3 веерочка и вот эти по половинке. Раз, два, три. Я захожу сюда в третий. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. В 7-ю петлю. Да, и ввожу новую нить. Воздушная петля. Сюда же провязываю столбик без накида. Первый это у меня. Второй,
третий и четвертый. Далее формируем новый ряд вееров. Так же, как и обычно мы вязали, делая накид 1, 2, 3, 4. Сюда спускаемся в основание и провязываем 5 вот таких вот вытянутых столбиков с одним накидом. 2, чтобы этот хвостик нас не смущал. 3, 4, 5. То есть мы частично на углах сформируем еще наши ракушки. Здесь, как обычно, мы 1, 2, 3, 4. Под 4-ю петлю мы провязываем 7 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее мы снова формируем веер. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Так, 5 столбиков. Снова 1, 2, 3, 4 под 4-ю косичку, но здесь мы уже провязываем только 4 столбика, так как будем формировать нашу ручку с одной стороны. Все, то есть мы перешли на другую сторону, и отсюда до сюда мы сейчас свяжем ручку. Ручка у меня будет 60 воздушных петель. Вы по желанию, вы же сможете связать любую цепочку из воздушных петель и примерить, какая ручка вам удобна. У меня это 60 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Итак, я набрала 60 воздушных петель. И далее, смотрите, пропускаем этот веер и посерединке этого, вот здесь, в 7-ю петельку, если вот середина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мы провязываем 1, 2, 3 и 4 столбика. Столбика без накида. Далее снова формируем, как же вам удобнее показать, новую ракушку. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4-ю косичку мы провязываем. Так, переходим потихонечку на другую сторону. Мы провязываем здесь 7 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Далее снова формируем 2, 3, 4. 1, 2,
3, 4, 5. Раз, два, три. Четвертую мы провязываем 1, 2, 3, 4 столбика. Да, далее вяжем цепочку из 60 воздушных петель и переходим на новый ряд. Итак, набрали цепочку с другой стороны из 60 воздушных петель. Соединительной петлей идем в начало нашего ряда. Воздушная петля, провязываем сюда 1 столбик и еще 1 столбик. Так, и далее ракушки мы провязываем так, как мы обычно их вязали, второй ряд ракушек, да, то есть мы делаем столбик с 2 накидами, столбик с 1 накидом, столбик с 2 накидами и рельефно захватывая столбик. То есть это вы уже знаете, это я вам показывала. Так, довяжите самостоятельно до ручки. Как вязать второй ряд ракушек, я вам показала. Довязываем до ручки, а я вам покажу, что дальше будем делать. Так, смотрите, когда провязали второй ряд узора, подходим к нашим ручкам. Здесь, где у нас было 4 столбика без накида, провязываем 2 столбика без накида. И по прямой мы сейчас просто обвязываем столбиками без накида нашу ручку. Просто по прямой, смотрите, как захватывая, мы провязываем 60 столбиков без накида. Это первый ряд обвязки нашей ручки. Вяжем самостоятельно. Потом обвязали 60 столбиков без накида, провязываем здесь 2 столбика и двигаемся дальше, то есть просто вяжем второй ряд узора. То же самое проделываем со второй ручкой, да, и возвращаемся вот сюда в начало второго ряда. Итак, довязываем второй ряд ручек. Смотрите, закрываем ряд соединительной петелькой. И соединительными петлями движемся к нашему вееру. Потому что в уголках мы будем провязывать немножко по-другому. Сейчас мы провяжем какой-то третий ряд узора. Я вам покажу, как мы будем провязывать в уголках. Делаем воздушную петлю, накид и провязываем наш третий ряд веера, так как мы его вязали до этого. Это вы уже знаете, как вязать. Так, провяжите самостоятельно третий ряд веера до вот этих уголков. Я вам покажу, как мы здесь будем вязать. Итак, провязали третий ряд наших веерочков. И когда подходим к самой ручке, смотрите, как мы провязываем. Захватываем одну петлю, вторую и третью. 4 петельки на крючке, и мы провязываем вместе. Как бы формируем такой удобный уголок. И далее по прямой ручку мы обвязываем опять же столбиками без накида. То же самое мы проделываем во всех уголках. Дойдем вот сюда, мы провяжем 1, 2, 3. 3 петли вместе и провязали. Далее тоже вяжем веерки. Я уже вам покажу, как мы закрываем третий ряд и переходим на четвертый. Итак, когда подошли к ручке, смотрите, как мы провязываем уголок. Захватили один раз, захватили второй раз. 3 петли на крючке мы провязали вместе. А далее по прямой мы просто провязываем столбики без накида. То же самое делаем во всех уголках. Подойдем к этому уголку. Так, вот 1, 2, вот эти 2 петли. Далее провязываем узор по рисунку.
и так далее. Итак, если, смотрите, мы заканчиваем 4-й ряд, и если вы хотите оставить ручки вот в таком вот виде, все, это ваш последний ряд. Я же хочу провязать еще один ряд и ручки вот таким вот образом вот скруглить. Ну, мне так хочется. Поэтому вы, ну, смотрите сами. Так, смотрите, довязываем этот ряд. И те, кто хочет связать еще один ряд и скруглить ручки, так, в уголочке провязываем вот таким вот образом. Соединительная петля. Ставим здесь маркер. И кто вяжет со мной далее, вяжем 5-й ряд. Там, где узор, мы уже провязываем соединительные петли. Обвяжите 2 веерочка соединительными петельками. Дальше покажу, что делать. Смотрите, провязали соединительные петли. И далее при переходе на ручку мы снова с вами сделаем вот такой вот один столбик. И далее провязываем столбики без накида на ручке. То же самое в каждом уголочке мы так сделаем. Вот здесь 2 петли провяжем вместе, далее соединительные петельки. И это будет последний ряд. И потом мы из этой ручки просто сделаем круглую. Я покажу, как это делать. Итак, заканчиваем наш последний ряд. Провязываем в углу вот эту петельку и соединительной петлей идем в следующую. Все. И обрезаем нашу нить. Прячем хвостики. И теперь я покажу, как из этой ручки мы сделаем вот такую вот двойную. Итак, у нас получается вот такая вот ручка, да. Мы складываем ее вдвое. Смотрите, и начинаем не вот с этой угловой петли, а та петелька, которая рядом. Так, и захватываем петлю, которая напротив ее. То есть, видите, здесь остается немножко больше петель, а здесь одна, так как здесь мы делали убавки сверху. И соединительной, так, протянули петлю, сделали столбик без накида, и далее под косичку и под петельку, которая с другой стороны, вот таким вот образом, мы провязываем вот такую вот соединительную, прокладываем соединительную строчку по всей ручке. Вот так вдвое ее складываем и соединительной строкой соединяем нашу ручку. Смотрите, какая получается ручка. Да, она получается более плотная, более удобно держать ее в руке. Когда мы прошли и у нас осталось точно такое же расстояние, вот как в начале, да, мы оставляли один столбик. Так, да, мы как раз в этой начинали с этой петли. Следующая, которая за убавками. Все, соединительной строкой закрываем ряд. И прячем хвостики. Сейчас сделаю то же самое со второй ручкой и покажу вам, что получается. Итак, сумочка моя готова. Сейчас пройдемся, посмотрим, какие размеры. Смотрите, высота вместе с ручками 39 сантиметров. Так, ширина я уже говорила, 28 сантиметров. И высота без ручек, ну, получается, вот сколько там, 20,5 сантиметров. Итак, я еще буду сюда вшивать льняную подкладочку. Вот у нас такой белорусский лен. Можно такие небольшие отрезы покупать. Я думаю, что для такой сумочки очень хорошо будет. И когда вошью подкладку, да, в принципе, можно еще пришить
поверху кнопочку для удобства. Ну, это по желанию. Еще на такую сумочку у меня, в принципе, ушло 2,5 моточка рафии. Сумочка невесомая, потому что один моточек 110 грамм. То есть эта сумочка получилась около 300 грамм. Из остатков я связала вот такой, из остатков рафии, вот такой кошелечек. Мастер-класс на такой кошелечек. Ссылку я оставлю в описании под роликом. Кошелечек, монетница, смотрите. Можно вот так вот, можно внутри носить. Мне очень красиво. Так что, если была вам полезна, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.